Все, что мы сейчас видим, это руины павшего города Лондон. Когда-то этот город был символом прогресса, культуры и жизни, но теперь он стал символом хаоса, разрухи и каннибализма. Еще не так давно улицы города были полны жизни, а его жители наслаждались каждым мгновением. Но беда пришла оттуда, откуда ее никто не ждал. В самом центре города, глубоко под землей, скрывается лаборатория, в которой проводились сверхсекретные эксперименты. Именно в этом месте положено начало трагедии. Безжалостные опыты над людьми, различные генетические манипуляции, клонирование создаваемых существ. Все началось с тайной сделки между правительством Британии и биотехнологической корпорацией Харзин. Власти страны финансировали разработку, целью которой было создание препарата, способного повысить эффективность солдат на поле боя. Проект возглавлял ученый по имени Кевин Клемли, человек, который когда-то был признанным гением в области биотехнологий. Он и его команда работали над созданием сыворотки, способной превратить обычного человека в настоящего суперсолдата. Ученые располагали самыми передовыми технологиями и абсолютно неограниченными ресурсами. Однако они прибегали к весьма радикальным и жестоким методам, лишенными всякой морали и нравственности. Проект долгое время финансировался правительством, пока не стало ясно, что корпорация Харзин создает отнюдь не суперсолдат, а самых настоящих чудовищ. Узнав об этом, правительство немедленно прекращает финансирование проекта и требует уничтожить все образцы. Именно так они называли подопытных – образцами. Однако Кевин Клемли не смог покориться воле власти. Он продолжил свои исследования в тайне, убежденный, что может добиться успеха. Это был труд всей его жизни. Его безумие уже не знало границ. Где-то в этот момент у него по весьма странному стечению обстоятельств погибли жена и сын, что, конечно же, лишь усилило его порывы. Тогда он решил создать себе новую семью на основе ДНК погибших близких. Эти существа были призваны восполнить утрату и утолить горе скорбящего отца. Кевин слишком сильно привязался к своим подопытным, которых называл своими детьми. И когда жители города узнали о тайных экспериментах, которые буквально проводились под их домами, правительство отрицало свою причастность ко всему произошедшему и устроило штурм лаборатории. Безумный ученый, не желая уничтожать свои творения, принял страшное роковое решение. Он испытал сыворотку на себе самом и, преобразившись, объявил себя патриархом, богом для своих созданий. I'm back, and I've got some new tricks. Вскоре он инсценировал утечку образцов и выпустил мутантов на свободу. Эти чудовища, порожденные безумием и человеческим горем, вырвались из своих оков и в считанные минуты расправились с сотрудниками лаборатории, так и со всеми отрядами военных. Мгновением позже мутанты покинули подземный комплекс и довольно быстро оказались на улицах Лондона, где началась настоящая кровавая бойня, жертвами которой стали ни в чем не повинные жители. Город испытал ту самую боль и страдания, которым подвергались эти мутанты с самого дня своего рождения. За короткий промежуток времени они захватили не только Лондон, но и его окрестности. Местная полиция и военные пытались сдержать натиск, но все было тщетно. Те, кто пытался сопротивляться, столкнулись с врагом, который не знал страха, не чувствовал боли и не испытывал усталости. Мутанты, по иронии судьбы, оказались теми самыми суперсолдатами, которые во много раз превосходили в силе и выносливости обычного человека. Лондон оказался под полным контролем армии патриарха, а его жители просто кормом для кровожадных существ. Правительство в спешке ограждает город и его окрестности, назначая их карантинной зоной, куда вскоре отправляет отряд особого назначения, а именно ОЛК – отряд ликвидации катастроф. Их задача – найти и уничтожить каждого мутанта, а затем проникнуть в подземную лабораторию и узнать, что за тайны скрывает корпорация Харзин.
Killing Floor — это кооперативный шутер от первого лица в жанре Survival Horror, выпущенный в мае 2009 года компанией Tripwire Interactive на движке Unreal Engine 2.5. Игра стала настоящим хитом среди шутеров подобного жанра, собрав преданную фанатскую базу по всему миру и сумев составить конкуренцию не менее известному зомби-шутеру Left 4 Dead. Обе игры вышли практически в одно и то же время, в эпоху, когда жанр зомби-апокалипсиса достиг своего пика и был невероятно популярным. Благодаря сочетанию напряженного геймплея, командным действиям, выживанию с ограниченными ресурсами и, конечно же, уникальному бестиарию монстров, игра привлекла внимание игроков и продалась тиражом более 15 миллионов копий. Грязный постапокалиптический дизайн окружения дополнялся мрачной атмосферой тотального хаоса. Главная особенность игры – это возможность прибегать к различным тактическим приемам, изучать местность и самостоятельно выбирать подходящее место для обороны, заваривать двери, устанавливать ловушки и отстреливать монстров, используя возможности выбранного класса. Всего доступно 7 классов: медик и техник, снайпер и командос, поджигатель и подрывник и, конечно же, берсерк. Каждый из них отличается своими особенностями и имеет свои сильные и слабые стороны. Отсюда возникает необходимость играть в команде, поддерживать огневой мощью и помогать друг другу в самых напряженных ситуациях. Отряд из 6 игроков противостоит ордам кровожадных мутантов, стараясь выжить всеми возможными способами. Если враги прорывают оплот обороны, то начинается настоящая паника. Кто-то трагически погибает, а кому-то удается сбежать. Последний выживший вынужден носиться по всей карте, методично отстреливаясь от сопутствующих недругов и надеясь пережить волну. Однако удача в данной игре – большая редкость. Куда важнее мастерство, грамотный выбор класса и умение раскрывать его сильные стороны. Killing Floor полюбилась многим игрокам и стала эталоном командного онлайн-шутера, но так было не всегда. Мое знакомство с игрой началось в годы ее выхода, а именно летом 2009-го. Но релизная версия того времени отличается от текущей финальной. Не говоря уже о том, как много версий у этой игры на самом деле есть. И мы рассмотрим, какой долгий путь прошла игра от неизвестности до своего триумфа. Ну а сейчас немного предыстории. На протяжении долгого пути разработки игра прошла через множество стадий концепции, дизайн локаций, 3D-модели оружия и мутантов, а также те или иные механики неоднократно перерабатывались. Однако далеко не все идеи дожили до финального релиза. В каком-то смысле игра сама стала экспериментом, похожим на те, что проводила корпорация Harzin в ее подземной лаборатории. Ныне владеющая правами на игру компания Tripwire Interactive на ранних этапах разработки не принимала никакого участия. Изначально Killing Floor создавался как мод для Unreal Tournament 2004. Его авторами выступили небольшая команда энтузиастов во главе с Алексом Квиком. Именно Алекс является автором первоначальной идеи и создателем мода. Считается, что автор вдохновлялся фильмами «28 дней спустя» и «Обитель зла», что, конечно же, объясняет выбор сеттинга. Улицы и окрестности Лондона, внутренние интерьеры той самой церкви, где герой впервые повстречал зараженных. Подземная лаборатория Biotics Lab и ее замкнутые интерьеры, возможно, вдохновлены ульем из упомянутого фильма. Весьма схожи и некоторые персонажи, например, ученые из Harzin не лишены сходства с их коллегами из Umbrella. Основная идея заключалась в создании кооперативного шутера, похожего на Counter-Strike, где в роли врагов выступали бы зомби. Что забавно, примерно в это же время будущие разработчики Left 4 Dead представили Гейбу Ньюэллу свой проект Terror Strike, ранний прототип будущего хита. В сети не так давно всплыла первая альфа-версия, где игроки оказываются на тестовой городской локации, и на них нападают враги, вооруженные ножами. Оба концепта оказались удивительно схожи, и все это происходило в период, когда разрабатывались первые версии Killing Floor. Создать кооперативный шутер про зомби в те годы было непростой задачей, особенно для небольшой команды энтузиастов. Жанр только начинал зарождаться, и так таковых готовых решений еще не существовало.
В итоге Алекс и его команда решили, что отличной основой для их проекта станет режим вторжения из Unreal Tournament 2004. Но вместо инопланетных захватчиков здесь появились кровожадные мутанты, а вместо футуристичного оружия – холодное и огнестрельное. Кроме того, была добавлена ключевая механика. Между волнами игроки могли закупаться в специальном магазине, выбирая подходящее снаряжение. Сходство между режимом вторжения и Killing Floor заметно невооруженным взглядом. В обоих случаях это режим выживания, где игроки должны продержаться определенное количество волн. С каждым разом врагов становится все больше. На поздних волнах приходят новые и более опасные противники. Оружие, аптечки и патроны разбросаны по карте. Настройки в обеих играх также практически идентичны. Есть возможность настроить состав противников, уровень сложности и время на передышку между волнами. В серии Unreal Tournament основными режимами всегда были дезматч и захвата флага. Вторжение было добавлено скорее забавы ради, явно ссылаясь на самую первую игру серии, ведь в данном режиме в качестве врагов выступают скаржи, кралы и другие противники из Unreal. Этот режим никогда не являлся основным и появился в серии всего единожды, и то в качестве пасхалки. Но этого было достаточно, чтобы вдохновить разработчиков. Алекс не пытался изобретать велосипед, он взял уже готовый режим, адаптировал его под новый сеттинг, заменил пришельцев на мутантов, внедрил магазин и систему экономики. Так игра эволюционировала из мода в полноценный кооперативный шутер, который позже завоевал тысячи поклонников по всему миру. Но почему же правами на игру владеет Tripwire Interactive, а не Алекс? Об этом поговорим немного позже, а сейчас переходим к самой первой версии игры. Днем рождения Killing Floor принято считать 14 мая 2009 года, однако это не совсем верная дата. Самая первая версия игры вышла 8 апреля 2005 года, и это была демо-версия. Здесь отсутствует мультиплеер и одиночная кампания, а единственным доступным режимом является тот самый режим вторжения. Игра пока что один в один копирует своего идейного прародителя. Музыка, которую вы сейчас слышите, это главная тема всех модификаций Killing Floor. Название этой композиции отсылает к фильму «28 дней спустя». Позже, к выходу финальной версии игры, эту тему заменили. В настройках можно выбрать уровень сложности, но он ни на что не влияет. Доступна всего одна карта, и это Biotics Lab. Получается, что это самая первая карта в истории игры. Выглядит она крайне зловеще. В коридорах и помещениях творится настоящий беспорядок. Полностью отсутствует нижний уровень, как и большая комната с мутантами в пробирках. Хорошо видны черты будущей карты, которая в дальнейших версиях обзаведется множеством дополнительных помещений и сменит агрессивный красный оттенок на привычный зеленый. Игрок спавнится вместе с двумя ботами, которые вооружены булпапом и двойной беретой. Арсенал оружия весьма скудный, отсутствуют гранаты и магазин с торговцем. Нож практически бесполезен из-за камеры, которая при любом малейшем контакте с врагом начинает трястись в разные стороны. И у игрока просто нет возможности подойти и нанести удар, не словив приход. Боты-помощники не стоят без дела и с радостью принимают участие в битве. Они постоянно передвигаются и меняют свою позицию. К сожалению, довольно быстро тратят свой боезапас и становятся беспомощны, что приводит к неминуемой смерти. Что же касается мутантов, то здесь их всего 5 видов. Первый на очереди это Клод и мутант по имени Рэч. Последний является вырезанным врагом, и его имя переводится как «убогий». Он практически ничем не отличается от своего собрата, ну разве что цветом штанов. Это, наверное, убогий, а это Клод. Или наоборот, кто его знает. А так выглядит будущая сталкерша. Здесь она именуется как «женщина Клод». Обладает феноменальной скоростью, а все благодаря конькам, которые встроены в ее голые пятки. Она скользит по лаборатории так, будто это ледяной дворец. Ну а это Берсерк. В отличие от финальной версии, где его оружие привязано к его руке, здесь лезвие встроено в руку по самый локоть. Не способен быстро бегать, как его будущая версия, но зато здесь он хорошо танцует. Флэшпаунд выступает в качестве самого опасного врага. Здоровая двухметровая туша, которая где-то оборонила свои ботинки и поэтому щеголяет по лаборатории босиком. Его оружием правосудия служат обычные кулаки.
хочет, без всякой на то причины, дать в морду. На карте разбросаны взрывные почки, но они для флешпаунда как слону дробинка. При взрыве он всего лишь разок чихнет и продолжит свой путь. Что самое забавное, здесь есть возможность использовать пушки из Unreal Tournament 2004. И если вручить их ботам, то они будут с особым рвением истреблять врагов. Ничего удивительного, ведь мод пока что один в один копирует вторжение. Но все изменится в версии 1.0. «29 августа 2004 года на сайте ModDP Алекс опубликовал первый скриншот, демонстрирующий будущий Вест-Лондон и его культурных жителей-мутантов. Точно неизвестно, когда началась разработка мода, но этот скриншот свидетельствует о том, что автор занимался модом как минимум с момента выхода Unreal Tournament 2004. Спустя год выходит первая полноценная модификация, именуемая Killing Floor 1.0. которая содержит в себе мультиплеер и одиночную сюжетную кампанию, в первый и в последний раз в данной серии. Сюжет в игре всегда был далеко на заднем плане, и, будем честны, никогда не являлся ее сильной стороной. Многие игроки и вовсе даже не подозревают, что он тут оказывается есть. По слухам, Алекс добавил кампанию в качестве бонуса для своего небольшого сообщества, и поэтому в дальнейшем не развивал данное направление, так как решил следовать изначальной задумке – создать кооперативный зомби-шутер. Но именно кампания в данной версии помогла автору сформировать сеттинг и мир, в котором позже развернутся самые жестокие онлайн-сражения против мутантов. Мультиплеер на удивление работает, отчетливо видны задатки будущей игры. Но многие механики либо отсутствуют, либо еще требуют тщательной доработки. Здесь отсутствуют классы и система прокачки, гранаты и медицинский шприц для лечения себя и союзников, сварочный аппарат для заваривания дверей. Лечение производится с помощью найденной аптечки. Для каждого оружия необходимо искать отдельный тип боеприпасов, что изменится только к финальной версии, где появятся те самые универсальные коробки. Впервые в серии здесь появился магазин, но пока что без торговца. Вместо него стоит уникальный ящик, который открывается в присутствии игрока, и доступ к этому ящику не ограничен по времени, что является крайне неудачным решением. Интерфейс магазина далек от идеала и имеет множество недостатков, которые в будущих версиях будут постепенно исправляться. Пока игрок воюет с интерфейсом, враги беспрепятственно могут напасть сзади, что с нами и произошло. Монстры буквально за считанные секунды вытерли нами пол. Мутанты пришли сюда прямиком из демоверсии и всего лишь с небольшими отличиями. Хаотичные и дерганые анимации никуда не делись. Зато появились 3 новых врага. Это Толстяк, Зомби-солдат и Скрейк. Толстяк – это увеличенный в размерах Клод, который пока что не научился заплевывать свою жертву и атакует исключительно в рукопашную. Зомби-солдат заскочил на огонек всего лишь единожды и более не появится в серии. Возможно из-за того, что он немного не вписывается в лор игры. В финальной версии мутанты не способны заражать окружающих и превращать в себе подобных. Скрейк заметно уступает по габаритам своей финальной версии, но вблизи все так же опасен и наносит огромный урон. Скрейк, как и его коллега Флешпаунд, не способны ускоряться и впадать в ярость. Подобная функция у них появится гораздо позже. Упомянутый Флешпаунд наконец-то отыскал свои утерянные ботинки, а сам его внешний облик изменился до неузнаваемости. Данный образец любит прятаться и иногда выглядывать из-за угла, но из-за своих внушительных габаритов ему с огромным трудом удается скрываться. Это все такая же здоровенная туша, но выглядит теперь как настоящий лабораторный урод, над которым как душе угодно издевались ученые Харзин. У него отсутствует верхняя часть головы, и мозг выглядывает прямо наружу. Возможно из-за того, что ученые посчитали его слишком умным, и поэтому не придумали ничего лучше, кроме как удалить все лишнее, дабы он не превзошел их в показателях IQ.
проводит серию рукопашных атак. Его орудием по-прежнему служит могучий кулак, которым он вершит свое правосудие. Доступны всего 5 карт. Это Biotics Lab, офисы, Манор, Вест-Лондон и канализация. Первые 4 будут основными на протяжении всех модификаций. Последняя, канализация, является уникальной картой, которая присутствует только в этой версии и в дальнейшем никогда больше в этом виде не появится. Вест-Лондон представляет из себя невероятно мрачный и погруженный в пустоту и отчаяние город. По его улицам словно катком прошлись всевозможные битвы и сражения. Мы видим лишь итоговый результат – настоящий апокалипсис. В отличие от своих будущих версий, на этой карте полным-полно различных деталей и объектов. Они хоть и создают необходимое настроение, но в рамках мультиплеера мешают свободному передвижению. Если игрок отступает, то он обязательно столкнется с какой-нибудь баррикадой, и что хуже, вовсе в ней застрянет. Это одна из главных проблем всех модификаций. Много посторонних объектов, которые, к слову, можно еще и перемещать, что иногда одинаково мешает как игрокам, так и монстрам. Начав исследование этой карты, мы замечаем, насколько она сильно отличается от финального варианта. Тоннель, в котором находятся машины и автобус, отсутствует. Вместо него открытая улица, посреди которой стоит памятник. Причем расположился он прямо на проезжей части, что не совсем логично. Карты офиса и Манор являются пока что незаконченными. На Маноре некогда крупное поместье тут выглядит крайне бедно. Второй этаж и подвал отсутствуют. Само здание в будущих версиях будет неоднократно расширяться и обрастать все новыми деталями. В офисах игрок спавнится на крыше, и можно заметить, что в этом месте отсутствуют дополнительные входы и выходы. Из окна здания пейзаж выглядит крайне удручающе. Оказавшись в канализации, становится понятно, почему эта карта была вырезана навсегда. Сама по себе она довольно маленькая. В помещениях становится наиболее тесно, особенно легко попасть в ловушку и быть окруженным монстрами со всех сторон. Ну а сейчас мы переходим прямо к сюжетной кампании. Давайте узнаем, что же там происходит. Действие начинается спустя несколько недель после начала катастрофы. Элитный отряд ОЛК высаживается в карантинной зоне прямо в самом центре Лондона и пытается пробраться к офисам корпорации Харзин. Но столкнувшись с врагом, большая часть отряда разделяется на подгруппы. Мы берем на себя роль безымянного солдата, которому чудом удалось уцелеть, и наша задача – отыскать выживших оперативников ОЛК. Двигаясь по улицам западной части Лондона, мы замечаем здание полицейского участка. Внутри находим раненого солдата, который сообщает, что сержант Дэвид Мастерсон и его группа забаррикадировали церкви и собираются отправляться в офисы. Он вручает нам дробовик и просит поспешить. Сам он идти не в состоянии. В здании церкви следов отряда не обнаружено, и похоже, что они отправились в пункт назначения. В этот момент по нашу душу приходят виновники катастрофы – мутанты. Что примечательно, в фильме «28 дней спустя» первое столкновение с противником также происходит в здании церкви. С горем пополам отбиваемся и двигаемся вслед за отрядом. Становится ясно, что последние члены отряда ОЛК были окружены и погибли возле здания офисов Харзин. Однако труп сержанта Мастерсона не обнаружен, и он куда-то исчез. В офисах никого в живых, кроме мутантов, нет. Находим слайд и втыкаем его в прожектор. На стене высвечивается сообщение, оставленное пропавшим сержантом. Он утверждает, что все члены отряда ОЛК в данный момент умирают, уже погибли или еще хуже. Что также намекает на инфекцию, которая распространяется в округе и превращает людей в зомби. Миссия по удержанию карантинной зоны провалилась. Он нашел свидетельство причастности корпорации к данной катастрофе и отправляется в лабораторию. Нам ничего не остается, кроме как проследовать за Мастерсоном. На этой локации, кстати, есть секрет, и попасть туда можно двумя способами. Первый – пододвинуть ограду и забраться по решетке. Второй – выбить окно на 3-м этаже и спуститься вниз. Оказавшись в канализации, нас все так же окружают монстры. В замкнутом пространстве становится тяжело сражаться, особенно если нужно крутить какие-то вентили. Позже покидаем это место и обнаруживаем потайной путь в лаборатории Biotics Lab. Стены внутренних помещений обгорели, многие инструменты и приборы остались на своих местах. Все свидетельствует о том, что здесь произошла настоящая бойня. Выживших нет.
Находим карту доступа и активируем лифт, на котором спускаемся еще глубже, в место, которое требует высшего уровня допуска. Вокруг царит полнейшая анархия, все помещения затоплены водой. Находим ракетницу и с помощью нее пробиваем стену. Здесь перед нами открываются все тайны. В криокапсулах находятся подопытные образцы, которые ждут не дождутся своего часа, чтобы выбраться наружу и посеять хаос. А в соседнем помещении нас поджидает долгожданный сержант Мастерсон. Он говорит, что заманил отряд ОЛК в ловушку, чтобы испытать мутантов в деле, а катастрофа в Лондоне лишь начало, и что он тот самый суперсолдат, которого создала корпорация. Высшая форма эволюции человека. И сейчас он уничтожит нас и с радостью продолжит свою службу корпорации. Нам ничего не остается, кроме как убедить этого суперсолдата в его неправоте. Дав ему настоящий бой, он в конечном итоге соглашается с тем, что был неправ. Стартует финальная кат-сцена. Через несколько часов в лабораторию прибывают отряды военных и уничтожают это место. Сообщается, что зараженные выбрались уже за пределы карантинной зоны. Главный герой, безымянный солдат, стоит посреди улицы, и вокруг на него со всех сторон прут мутанты. Битва только начинается, и на этом моменте заканчивается сюжетная кампания. Вот и титры, друзья. Можно заметить, что за многие аспекты отвечал Алекс Квик. Нет ни одного упоминания компании Tripwire Interactive. Что же касается мода, то он имеет уникальную, потрясающую и абсолютно мрачную атмосферу, но также содержит в себе массу недостатков. Играть в него сейчас с комфортом не представляется возможным. Это хорошая модификация и одна из лучших для Unreal Tournament 2004, но характерна лишь для своего времени. Так. Стоп. Лонг Гуэн. Это что получается? Out of Hell имеет какое-то отношение к серии Killing Floor? На моем канале есть целых 2 видео, посвященные этой игре, и однажды я там поднимал тему сходства между этими 2 проектами. Давайте спросим Лонга лично. Алекс Квик – отличный парень и талантливый разработчик. Я заявляю, что не имею никакого отношения к Killing Floor или к его идеям и решениям. Алекс поблагодарил меня в титрах, потому что его вдохновили некоторые аспекты Out of Hell. Но за исключением этого я не принимаю на себя никаких заслуг за то, что он сделал или чего достиг. Он оказался там, где он есть, благодаря своей воле и решимости. По словам Лонга, Алекс, вероятно, вдохновлялся дизайном Out of Hell. Визуально игры действительно очень похожи. Может возникнуть ощущение, будто бы их делал один человек. Я думаю, что Алекс был вдохновлен визуальным стилем Out of Hell в плане грязных визуальных эффектов. Сюжетно, я думаю, он был вдохновлен фильмом «28 дней спустя». Изначально Алекс обратился ко мне с просьбой сделать арт для Out of Hell, текстуры, модели и тому подобное. В конце концов, я думаю, ему пришла в голову идея создать игру, похожую на Counter-Strike, но с добавлением зомби. Это было сложно реализовать, поэтому он использовал режим вторжения из Unreal Tournament 2004, чтобы создать свою игру про зомби. И именно поэтому Killing Floor — это шутер, где монстры наступают волнами. Вот такая вот история между 2 модами. Если ранее мне казалось, что они просто похожи, то сейчас стало очевидно, что эти игры связаны между собой немного больше. Не говоря уже о том, что оба автора хорошо знакомы друг с другом. Но в конце концов, каждый из них пошел своей дорогой. Ну а нас ждет версия под названием 2.0. Проходит целый год, но Алекс и его команда продолжают трудиться над модификацией. Следующая версия выходит 6 августа 2006 года. И начиная с данной версии, игра обретает свой узнаваемый визуальный стиль, который будет использоваться вплоть до финального релиза.
Теперь это именно та игра, в которую многие из вас когда-то играли, но она пока что находится на стадии ранней бета-версии. Разработчики сосредоточились на режиме выживания, окончательно сделав упор на мультиплеер. Главное меню приобрело уникальный стиль. На фоне видно тело павшего солдата, который, судя по всему, еще находится в сознании и периодически сжимает руку в кулак. Добавились новые персонажи. Бойцы элитного отряда ОЛК, лидер отряда Капрал Пауэрс, уроженка Ливерпуля сержант Кара Барнс, рядовые Льюис, Дэвин и Квик. Последний особенно интересен. Ходят слухи, что автор добавил в игру самого себя. Трудно не заметить внешнее сходство между Алексом и данным персонажем. Кстати, в описании указано, что он канадец, как и наш старый добрый знакомый Лонг Гуэн. Модели персонажей не совсем корректно отображаются в данном меню. Возможно, из-за отсутствия поддержки широкоформатного разрешения. Загрузочные экраны представляют особый интерес. На них изображены новоиспеченные герои, а также сотрудники корпорации Харзин. Новые монстры в виде сталкеров и обновленный Flashpound. Капрал Пауэрс здесь немного смахивает на Джека Краузера из Resident Evil 4. Доступны всего 4 карты. Внешне они уже походят на свои финальные версии, но все еще содержат в себе ряд небольших отличий. Пропали посторонние объекты, которые мешали свободному передвижению игрока. Улицы стали просторнее и заметно чище, но лишились множества деталей. Данная версия отличается блеклыми и тусклыми цветами. Все окружение выглядит как будто подавленным и обесцвеченным. На карте Вест-Лондон произошли некоторые изменения. Вместо улицы, где стоял памятник, теперь появился хорошо знакомый тоннель, но пока что пустой. В здании полицейского участка наконец-то можно спуститься в подвал. Здесь он хорошо освещен, в отличие от своих последующих версий. Хотелось бы отметить, что темноты стало заметно меньше. На многих локациях теперь достаточно светло. Отсюда нет необходимости использовать фонарик. На карте Манор произошло наибольшее количество изменений. Поместье наконец-то обзавелось своим вторым этажом. Здание стало весьма просторным, особенно если учитывать, каким оно было в предыдущей версии. Biotics Lab выглядит наиболее законченной картой и имеет уже мало отличий от своей финальной версии. Карта обрела наконец-то свой каноничный зеленоватый оттенок. В дальнейшем эту карту ждет не так много изменений. Могу лишь отметить, что она выглядит заметно светлее своей предыдущей версии, а также всех последующих. В офисах почти в каждом помещении горит свет, и хорошо видны все детали, как и недостатки карты. На первом этаже появился лифт, который ведет прямиком на крышу. Его можно использовать в качестве тактического отступления. Но у данной схемы есть один недостаток. После нажатия кнопки лифт необходимо подождать какое-то время. Но если вы будете злоупотреблять данной возможностью, игра с радостью вам устроит небольшой сюрприз. Самым главным нововведением является появление торговца, который теперь открывается только между волнами. И во время сражения у игрока больше нет доступа к магазину. Находится он всегда только в одном определенном месте и вынуждает игроков обороняться как можно ближе к его местонахождению. Внешний вид торговца отличается от финальной версии. Как только игрок заходит в магазин, его встречает странная и весьма своеобразная дама, внешний облик которой отдает чем-то средневековым. Одежда выглядит изрядно потрепанной. На руках заметны повязки или бинты, что возможно указывает на ее непростые условия жизни, а также подчеркивает ее характер и бойцовский опыт. Но, к сожалению, она лишена своего голоса. На мой субъективный взгляд, эта торговка выглядит куда интереснее и харизматичнее своей будущей версии. Интерфейс магазина стал более дружелюбным. Решили проблему растянутых на весь экран текстур. Теперь здесь хотя бы можно находиться и не пытаться выколоть себе глаза. Впервые в серии появились гранаты, медицинский шприц и сварочный аппарат. Теперь можно лечить себя и союзников, заваривать двери и подрывать врагов. Чем больше игрок переносит на себе снаряжение, тем медленнее он передвигается. Приходится соблюдать баланс и выбрасывать все лишнее, чтобы было проще убежать от монстров. Дробовик и охотничья винтовка имеют усложненную систему перезарядки. Необходимо зажать кнопку R и удерживать ее, пока оружие не перезарядится.
Самым эффективным оружием является арбалет. Его стрелы уничтожают большинство врагов с одного попадания. А вот ракетница, наоборот, полна недостатков. Полностью занимает весь инвентарь, долго перезаряжается, а снаряды до цели летят крайне медленно. Вдобавок ко всему, не всегда уничтожает врага, так что избегайте покупки ракетницы в данной версии. Внешний вид монстров претерпел массу изменений. Здесь они похожи отнюдь не на мутантов, а на каких-то демонических созданий. Они издают зловещие звуки, охотно разговаривают, просят о помощи и зазывают в свои ряды. Главным их недостатком все так же является внешнее сходство. В пылу сражения становится проблематично отличать того, кто вас сейчас атакует. У Поги и зомби-солдат были удалены. Им на замену пришли пауки, сирены и сталкеры. Внешний облик последних двух выглядит весьма вульгарно. Сталкерши вовсе предстают в оголенном виде. Авторы явно не стеснялись демонстрировать контент 18+. Что же касается пауков, то их человекоподобная внешность вызывает эффект зловещей долины. Если в финальной версии у ползунов была голова насекомого, то здесь это буквально человеческая голова. Пауки охотно скачут в разные стороны, и по ним крайне тяжело попасть. Например, в финальной версии они двигаются вот так. А теперь посмотрите, что они вытворяют здесь. Скрейг заметно увеличился в габаритах и набрал мышечную массу, как и его коллега Flashpound. Использование мышечных стимуляторов не прошло для них бесследно. У нашего любимого Флэшпаунда наконец-то появились те самые каноничные перчатки, именуемые как измельчители. Так что теперь за все шутки в его адрес он будет крошить в капусту всех своих обидчиков и, скажем так, измельчать их. Что примечательно, у него здесь отсутствует повязка на глазах. Эти глаза вы узнаете из 1000. А еще Флэшпаунд научился впадать в ярость и теперь может ускоряться. Забыл упомянуть, что в этой модификации есть боты. Когда их много, становится совсем уж на душе приятно. Вы только посмотрите на этих красавцев. Они прекрасны, не правда ли? Спустя 2 года, 6 июля 2008 выходит последняя официальная версия мода под названием 2.5. Ко всем последующим обновлениям этой версии оригинальные разработчики уже не имеют никакого отношения. В дальнейшем модификация поддерживалась и обновлялась только усилиями фанатов. В этой главе мы рассмотрим сразу две версии одновременно – 2.5 и фанатскую 2.53. Традиционно в новых версиях обновилось главное меню. В официальной перед нами предстает лаборатория Biotics Lab с ее пустыми криокапсулами, из которых уже выбрались мутанты. В фанатской версии нас встречают виновники всего торжества. Это Патриарх с собственной персоной и его кровожадные создания. Заметно, что игра взяла за основу агрессивный красный оттенок, которого здесь хоть отбавляй. С первых же секунд мы начинаем понимать, на какое мероприятие только что подписались и какая жесть еще ждет впереди. Теперь в игре преобладает довольно высокий уровень насилия и жестокости. Куски мяса и различные внутренности монстров разлетаются в разные стороны в огромных количествах. После взрыва брызги крови окрашивают пол и стены в красный. Именно сейчас начинаешь понимать, почему это убийственный этаж. Авторы хорошо поработали над спецэффектами. Ощущается каждый выстрел и каждый взрыв. Залп священного огня придает сцене небывалую красоту и устраивает настоящее кровавое барбекю. Отчетливо видны все последствия вторжения мутантов, которые буквально в клочья разорвали всех, кто попался им под руку. Несмотря на то, что карт всего 4 штуки, их внешний облик заметно изменился, и теперь они наполнены массой деталей. На замену блеклым и тусклым тонам пришли достаточно яркие и сочные цвета. Дизайн стал невероятно грязным и максимально приближенным к финальной версии. В данных модификациях на картах имеются незначительные отличия между собой. В первом случае на карте офиса стоит непроглядная ночь и дождь льет, как из ведра. Во втором случае в фанатской версии нас встречает прекрасный рассвет солнца, лучи которого пробираются сквозь темные и пустые помещения офисного здания.
Лифт из предыдущей версии никуда не делся. Если ранее им могли пользоваться только игроки, то теперь и монстры могут спокойно зайти в него и подняться к игрокам на крышу. На всех 4 картах имеется запертая дверь, которую нужно открывать с помощью сварочного аппарата. Достаточно продолжительное время. Как только вы откроете дверь, то вас там будет ждать небольшой сюрприз, а именно денежное вознаграждение и пушки. В офисах за запертой дверью стоит монитор, который напрямую транслирует все, что происходит в лифте. В дальнейшем лифт будет удален навсегда, во многом из-за того, что игроки злоупотребляли его наличием. Арсенал оружия немного расширился, и ключевой пушкой стал уже упомянутый огнемет. Но при всей своей красоте, во время активного использования он создает лаги у всех игроков на сервере. К тому же присутствует Friendly Fire и можно легко поджечь своих партнеров. Хотелось бы отметить арбалет, ведь стрелы он выпускает не из центра экрана, как это происходит в финальной версии, а напрямую из самого оружия. То есть, чтобы попасть в противника, здесь необходимо целиться немного выше и левее от цели, иначе стрела полетит мимо. В данных версиях впервые в серии появились классы персонажей. По умолчанию, игрок не может использовать ни один из классов, пока не выполнит те или иные условия. Например, класс огнеметчика становится доступным, если игрок уничтожит из соответствующего оружия определенное количество врагов. И тогда его гранаты из осколочных превращаются в огненные. При прокачке того или иного класса увеличивается вес, который может переносить игрок. Это открывает возможность приобрести ракетницу. Данное оружие из-за своих внушительных габаритов просто не помещается в инвентаре и становится доступным только после прокачки. Но будьте осторожны с ее использованием. Кто знает, какие беды вы можете на себя навлечь. Ой. Монстры немного поменяли свой окрас, а наш любимый флешпаунд традиционно пострадал больше остальных. Он решил, что ему больше не нужны глаза, чтобы видеть, и надел вот такую вот повязку. Но более того, у него появился свой собственный брат по оружию, а именно флешпаунд с пулеметом, который приходит на последних волнах и является настоящим титаном. За считанные секунды с радостью оставит от игроков одни куриные ошметки. Но, к сожалению, или даже к счастью, этот пулеметчик так и не дожил до финального релиза. Барышня по имени Сирена не только умеет громко петь, но и с радостью притягивает к себе всех своих фанатов. В дальнейшем она лишится подобной столь навязчивой особенности. Наконец-то появился уже упомянутый патриарх в виде финального босса, но здесь он настолько силен и опасен, что победа над ним в одиночку сопоставима с подвигом. Он приходит не отдельно как в финальной версии, а прямо под конец самой последней волны. Именно тогда, когда у игроков уже закончились припасы и не так много здоровья, чтобы отразить его атаки. Хоть мне и не удалось его одолеть, но я нашел неплохую тактику. Его отлично станет и замедляет буллпап, позволяя таким образом держать дистанцию между его атаками. Следовательно, группе игроков необходимо оставить эту пушку полностью заряженной под самый конец волны. Что же произошло после выхода последней модификации? Алекс и его команда продолжали работу и анонсировали новый патч в сентябре 2008 года. Но вскоре, именно тогда, произошло судьбоносное событие. Компания Tripwire Interactive купила права на Killing Floor, и по этой причине Алекс больше не выпускал новых модификаций. Давайте попробуем разобраться, как это произошло. Компания Tripwire Interactive, основанная в 2005 году, специализировалась на портировании модов и превращении их в полноценные коммерческие проекты. Они приобретали права на перспективные модификации, адаптировали их и выпускали как самостоятельные игры. Так, например, в 2006 году вышла Red Orchestra Ostfront, которая изначально тоже была модификация для Unreal Tournament 2004. В октябре 2008 Алекс был на мероприятии, посвященному Red Orchestra, где также присутствовали разработчики Tripwire Interactive. Там он задал вопрос, как ему, черт возьми, портировать свой мод на движок Unreal Engine 2.5, как это сделали с Red Orchestra. Он был убежден, что у мода весьма скромная фан-база и довольно скоро про игру забудут. Ранее он уже раздумывал над тем, чтобы предложить свою модификацию различным компаниям, но не был уверен, что кто-то заинтересуется. И оказавшись на данном мероприятии, он встретил босса компании Tripwire, Джона Гибсона, и предложил ему свою модификацию. Тот, на удивление, заинтересовался и увидел огромный потенциал будущего онлайн-шутера.
И в итоге компания Tripwire выкупила у Алекса права на Killing Floor. При всем при этом Алекс остался в списке разработчиков и даже продолжил дальнейшую работу над игрой. Точно неизвестно, вошел ли он в штат сотрудников или работал на аутсорсе. Но, как он уже сам отмечал, ему было трудно влиться в новый коллектив. Особенно там, где он уже не принимает значимых решений. Портированием мода занимался непосредственно сам Джон Гибсон. И Алексу пришлось пойти на многие уступки и отказаться от некоторых раздражающих механик, которые усложняли игровой процесс. И с этого момента мы плавно переходим к релизной версии игры под названием 1000. 14 мая 2009 года на платформе Steam выходит первая платная версия игры под названием 1000. С тех пор игра неоднократно обновлялась, вплоть до выхода второй части. Вносились масса изменений, исправлялись баги, добавлялись новые карты, пушки и скины на персонажей. Давайте посмотрим, как игра выглядела в день своего релиза. И тут мы замечаем, что дизайн главного меню отличается от финального варианта. В релизной версии меню выглядит как будто более зловещим, насыщенным и атмосферным. Агрессивный красный оттенок все так же превосходно создает гнетущее настроение, но в дальнейшем его присутствие сведут к минимуму. Возможно, из-за того, что группу тестеров или каких-то отдельных игроков он попросту раздражал. Также нас встречает здесь весьма узнаваемая музыкальная тема, ставшая каноничной для серии Killing Floor. Дизайн меню обновится буквально через полгода, в ноябре 2009, к выходу обновления 1008. Не так много игроков успели застать данный дизайн в его первозданном виде. Напишите, какой вариант вам больше нравится. Запускаем игру и оказываемся на экране выбора классов и персонажей, дизайн которого также имеет отличие от финальной версии. Персонажей всего 6, и в дальнейшем их список будет расширяться за счет платных DLC. Ранее упомянутый отряд ликвидации катастроф был, как ни странно, ликвидирован, и ему на замену пришли обычные наемники. Все упоминания этого отряда полностью удалены из релизной версии. Обратите внимание, что здесь отсутствует один класс, и это подрывник. Его добавят только через полгода в обновлении 1008. Что же касается остальных классов, то здесь немного отличаются перки и условия прокачки. Например, снайпер 5 уровня в финальной версии спавнится с охотничьей винтовкой, а в релизной с 2 дезерт-иглами. Доступно всего 5 карт, среди которых появилась ферма. Это одна из крупнейших карт в истории игры и отличается своими открытыми пространствами. Но свободное перемещение здесь практически исключено, так как монстры окружают со всех сторон. Данная карта – настоящий плацдарм для тактики, и у каждой группы игроков здесь есть свои предпочитаемые места. Имеется несколько домов, в которых можно эффективно обороняться, одним из которых является амбар. Именно здесь могут пригодиться навыки техника, который может заварить и удерживать одну из дверей. Но если мутанты прорвутся, то игрокам будет довольно сложно найти выход из сложившейся ситуации. Придется бросить все возможные силы, чтобы отразить атаку. В противном случае случится это. Между волнами появились подсказки и красный маркер, который ведет напрямую к торговцу. Алекс, являющийся создателем хардкорных модификаций, был против этого нововведения. Но Tripwire настояли на своем решении. По их мнению, игрокам, испытывающим проблемы с навигацией, будет довольно трудно освоиться и понять, что происходит. Именно в таких мелочах игру заметно упрощали и добавляли различные подсказки. Торговец теперь спавнится на разных точках карты, вместо одной, как это было в модах. Все ради того, чтобы игроки не были привязаны к одному конкретному месту и регулярно меняли свою позицию. Интерфейс магазина по сравнению с модами заметно эволюционировал, но в дальнейшем его ждет еще немало изменений. Хорошо видны отличия между релизной и финальной версиями. Например, в релизной все оружие и броня находятся в общем списке, что немного осложняет сортировку и поиск нужной пушки. Но в то же время в релизной не так много оружия, и разобраться не составляет большого труда. В финальной версии все пушки будут привязаны к отдельным классам, и у снайпера, например, будут отображаться только пушки его класса. Здесь же пока все находится в одном общем списке. Оружие было портировано прямиком из модов, лишь с небольшими изменениями.
На замену железной трубе, которая, к слову, была весьма хороша в модификациях, пришло мачете. По характеристикам, оно не так сильно отличается от стандартного ножа и имеет лишь слегка увеличенный урон и радиус атаки. Можно обратить внимание, что в релизной версии анимации ножа имеют отличия и насыщены различными вариациями атак. Например, имеется дополнительная атака выпадом вперед, которую к финальной версии почему-то вырезали. Нож – универсальное оружие, которое играет здесь немаловажную роль. А все потому, что персонаж вне зависимости от класса передвигается с ним заметно быстрее. А если выбран класс медика или берсерка, то персонаж будет бегать еще быстрее. Также компания Tripwire хотела оснастить фонариком все оружие, но здесь Алекс сумел отстоять свое мнение. В итоге фонарик имеется только у береты и дробовика, что оставило некоторые хардкорные элементы, пришедшие из модов. Когда игрок оказывается в темном помещении, то ему приходится доставать берету, чтобы осветить себе путь. В финальной версии список оружия, которое способно использовать фонарик, был незначительно расширен. Во второй части Killing Floor отказались от этих механик и дали возможность использовать фонарик на любом оружии. Что забавно, во второй части практически нет темных мест, где бы он действительно пригодился. Возможно, разработчики посчитали, что все эти трудности отвлекают и мешают наслаждаться игровым процессом. Дизайн монстров был кардинально переработан. Если в модификациях враги были похожи друг на друга и зачастую сливались с окружением, то теперь каждый из них имеет уникальные черты и четко выделяется на фоне окружения. Игроку всегда понятно, кто именно приближается и какую угрозу он представляет. Бензопильщик по имени Скрейк или Скрейк по имени Бензопильщик стал заметно опаснее. При получении определенного количества урона он теперь впадает в ярость и на всех парах несется к своему обидчику, желая как можно скорее разорвать его в клочья. Flashpound в релизной версии практически пуленепробиваем. Единственный эффективный способ уничтожить его – это закидать гранатами. В финальной версии он стал чуть менее уязвим к гранатам, зато теперь у игроков появилась возможность нанести ему критический урон, снеся голову с помощью арбалета. Этот парень – ходячая катастрофа и одним лишь своим появлением способен перевернуть все с ног на голову. Гарри Фаст обзавелся интересной историей своего происхождения. В ходе экспериментов по созданию суперсолдат корпорация Харзин признала многих мутантов вроде Толстяка неудачными. Гарри Фаст оказался более успешным, но с серьезным дефектом. При отсутствии жертв он начинал истязать самого себя. Одержимый жаждой боли, он не видел разницы между собой и окружающими. Чтобы слегка подавить его желание, ученые удалили ему челюсть и содрали кожу, оставив в состоянии постоянной боли. Так он перестал заниматься самобичеванием. Между версиями также отличается модель поведения патриарха. В релизной версии он в основном предпочитает ходить пешком, держится на расстоянии и обстреливает игроков издали. В финальной версии он ведет себя куда агрессивнее, быстро бегает и активно использует маскировку. Старается незаметно подойти к игрокам и нанести им удар ниже пояса. В обновлении 1008 был переработан не только интерфейс, но и были добавлены новые пушки, среди которых появился дробовик АА-12. Именно это оружие является ключевым для победы и решает большинство вопросов даже на самых высоких сложностях. С этим обновлением появился и новый враг – Хаск, единственный мутант, помимо Патриарха, способный атаковать на расстоянии. В бою он является одним из самых раздражающих врагов, так как буквально способен стрелять через полкарты. Думаю, не нужно говорить, почему Хаск многих игроков просто бесит. А еще ему удостоилось место на постере игры. Смотрится, конечно, весьма эффектно, но, как по мне, старая обложка выглядела куда более аутентично. Так уж получилось, что у меня есть лицензионная копия игры на диске от компании 1С. Выпущена была в марте 2010 года. Именно тогда я и приобрел данный диск. Если память не изменяет, то обошелся он мне тогда $10 или 300 рублей. К сожалению, установить игру с данного диска больше не получится из-за конфликта с современным Steam. На диске также присутствует и старый Steam Launcher. Какая ностальгия.
увы, но теперь эта вещь уже артефакт уходящей эпохи. Архаизм. Вероятно, так это сейчас называется. Настало время более подробно пробежаться по классам персонажей и узнать, чем же они отличаются друг от друга. В первой части доступно всего 7 классов. Начнем по порядку. Стрелок – самый простой и понятный в освоении класс. Он быстрее других перезаряжается и чаще наносит критические попадания в голову. При наличии арбалета способен эффективно уничтожать флешпаундов и скрейков, что делает его крайне полезным бойцом на любой сложности и на любой дистанции. Его основные пушки – это пистолеты и винтовки. Если вы новичок и не знаете, за кого играть, то берите, не раздумывая, стрелка. Во второй части класс стрелка будет разделен на два отдельных – ганслингер и шарпшутер. Первый специализируется исключительно на пистолетах, а второй – на винтовках. Техник, или по-другому специалист поддержки – это тактический класс, который специализируется на ближней дистанции. Его основным оружием являются дробовики, благодаря которым он разносит пух и прах крупных противников. Техник служит опорой для всей команды, ведь он быстро и эффективно заваривает двери, что помогает удерживать и контролировать точку. Особенно полезен, если вооружен дробовиком АА-12. Небольшой лайфхак. Необходимо оставить живых 6 клотов, заварить за ними дверь и удерживать ее. Повторять до тех пор, пока не прокачаете данный класс. Медик – один из самых сложных в освоении классов. В релизной версии он располагал всего лишь одним шприцом и был вынужден вручную лечить своих союзников. Позже появились специальные пушки, как правило автоматы наподобие МП-5, стреляющие лечебными снарядами. Но их механика явно оставляет желать лучшего. Попадать по товарищам в бою явно непростая задача, особенно когда они бегают и носятся в разные стороны. И все бы ничего, дело практики, но долгая перезарядка лечебного снаряда, а это примерно 3-4 секунды, делает промахи крайне критическими. Дабы хоть как-то сгладить этот недостаток, были добавлены лечебные гранаты, но и они работают достаточно ситуативно. При броске скачут по полу и только потом взрываются. Партнерам необходимо вплотную стоять в образовавшемся облаке, чтобы вылечиться. Во второй части этот класс довели практически до совершенства. Появилось множество способов выручить своих партнеров. Были усовершенствованы гранаты и добавлены лечебные лужи, что сделало медика едва ли не самым полезным классом во второй части. Также медик быстрее всех копит деньги и может оказывать финансовую поддержку. Командос – один из самых неоднозначных и довольно-таки спорных классов. Ключевые навыки – это обнаружение невидимых сталкеров и способность видеть здоровье противников. В релизной версии у него была только одна пушка, и это Bullpup. Качать его в то время было настоящей болью. В дальнейших обновлениях арсенал Командоса заметно расширили, что сделало его более полезным классом. Его главными пушками являются Скар и FN-Fall. Это одна из лучших комбинаций пушек в игре. FN-Fall'ом сносишь половину здоровья крупным монстрам, а затем добиваешь их с помощью Скара. Подрывник – один из самых разрушительных классов, идеально подходящий для уничтожения большого скопления мутантов. Опытный игрок, который играет за подрывника, чаще всего напивает наибольшее количество фрагов. Однако, против скрейков и толстяков он малоэффективен, так как они имеют повышенную защиту от взрывов. Кроме того, на ближней дистанции подрывник становится опасен в первую очередь для самого себя. Нередкий случай, когда он погибает не сколько от рук мутантов, сколько от своих же снарядов. Огнеметчик – хорошая альтернатива подрывнику. Он эффективно контролирует толпу, создавая огненную завесу. Подожженные противники, которые сближаются с огнеметчиком, не наносят ему особого вреда. Его слабым местом являются хаски, у которых есть иммунитет от огня. Необходимы партнеры, которые будут регулярно убирать хаска, способного доставить неудобства огнеметчику. Помимо огнемета, у него в арсенале есть автоматы и дробовики, стреляющие огненными пулями. Так что если у вас есть страсть к огню, то берите данный класс и устраивайте шоу. Берсерк – наиболее фановый класс, который нацелен исключительно на рукопашку. Наносит повышенный урон противникам в ближнем бою и достаточно мобилен, чтобы избегать их ответной атаки.
первой части арсенал Берсерка весьма скромен: нож, мачете, топор, катана и бензопила. Остальное скрыто под покровом платного DLC. Однако, даже с этим набором опытный Берсерк может в одиночку справляться практически с любыми мутантами. Его главными врагами являются толстяки, сирены и хаски. Но перечисленные мутанты не станут серьезной проблемой для опытного Берсерка. Ведь даже существуют способы, как в одиночку одолеть самого патриарха в рукопашку. Но для этого необходим Берсерк 6-го уровня. Весной 2011 года произошло грандиозное событие. Вышла карта под названием Aperture Science, ставшая своеобразной коллаборацией между Valve и Tripwire Interactive. Карта служила в качестве одной из рекламных кампаний к выходу Portal 2. Дизайн выполнен в футуристичном стиле и создает впечатление, будто мы действительно находимся в недрах огромного подземного комплекса, находящегося под управлением искусственного интеллекта GLaDOS. Что самое интересное, здесь есть один секрет, а именно запертая дверь. Необходимо общими усилиями постепенно разваривать эту дверь. Внутри ждет редкое достижение и какая-то картофелина. Игроки тогда еще не знали, что это был своеобразный спойлер к Portal 2 и посчитали это место шуткой разработчиков. Но вот незадача. После обнаружения картофелины ее можно было приобрести у торговца, но только за 70 тысяч фунтов стерлингов. На протяжении всего сражения игрокам было необходимо скидывать все накопленные средства только одному из партнеров, используя все возможные эксплойты игры. Зачем, спрашивается? Любопытство иногда играет злую шутку. Вроде как давали редчайшее достижение за покупку данного оружия, которое могло уничтожить патриарха одним выстрелом. Выход Portal 2 в апреле 2011 года был поистине феноменальным и весьма громким событием. Valve устраивала уникальную рекламную кампанию, а геймеры по всему миру с замиранием сердца действительно ждали эту игру. И эта карта в Killing Floor служит лишь маленьким мостиком к тому времени, пробуждающим, пусть теперь и немного грустные, но все же по-настоящему прекрасные воспоминания. Ближе к концу жизненного цикла игры разработчики добавили режим задач, но он так и не был доработан. Карта под названием Транзит была добавлена в июле 2014 года. Она служит сюжетной связкой между первой и второй частями. Игрокам предстоит положить конец жутким экспериментам корпорации Харазин и уничтожить ядро реактора. Здесь впервые появляется дочь патриарха, Рэйчел Клэмли. Она помогает игрокам пробраться в лабораторный комплекс и дает различные задания и квесты, выполнение которых просто необходимо для продвижения вперед. Прорываясь с боем через полчища мутантов, игроки в конце концов оказываются возле ядра реактора. Но что-то пошло не так. На защиту реактора приходят сразу два патриарха. И это наводит на мысль о том, что безумный ученый клонировал самого себя. Пока отряд сражается с клонами, настоящий патриарх уже добрался до Парижа. Каким-то образом он прихватил с собой все необходимое оборудование и даже целую армию мутантов. В конечном итоге уничтожение реактора оказывается лишенным смысла. Главный злодей опередил игроков на несколько шагов и уже приступил к захвату Франции. Впоследствии Рэйчел Клэмли, несмотря на свои благие намерения, также станет частью армии мутантов, превратившись в одного из боссов – Матриарха. И с этого момента место действия переносится из Британии во Францию, и начинаются события второй части. В апреле 2015 года состоялся релиз в раннем доступе Killing Floor 2. Игра перешла на движок Unreal Engine 3. Динамика по сравнению с первой частью возросла во много раз. На замену survival хоррор-шутеру пришел настоящий, не побоюсь этого слова, боевик. Теперь это скорее мясной шутер, иногда вызывающий ассоциации с Doom 2016 года. Появилось множество тактических маневров. Игра теперь нацелена не на строгое узконаправленное выживание, а на красоту и зрелищность. Персонажи стали двигаться куда быстрее, во многом из-за возможности использовать ускорение. Каждую секунду что-то происходит и что-то где-то взрывается, а кого-то из ваших партнеров уже рвут на части. Для игры с таким бешеным ритмом появилась столь необходимая вариативность.
Это касается в первую очередь огромного арсенала оружия, где появились даже дроны, способные поддержать игроков в самый критический момент. Монстры также научились различным вариациям атак и способны застать игроков врасплох. В пылу сражения иногда даже не понимаешь, что конкретно сейчас происходит, не успеваешь поспевать за таким бешеным ритмом. Как раз именно это и разделило фанатов серии на два лагеря. Одни предпочитают более медленный и размеренный темп первой части, а другие любят взрывной и крышесносный экшен из второй. Изначально вторая часть находилась в раннем доступе вплоть до ноября 2016 года. Ранняя версия, как нетрудно догадаться, имеет ряд визуальных и геймплейных отличий. Здесь нас встречает другая и более каноничная музыкальная тема и главное меню, которое во многом походит и опирается на первую часть, сохраняя дух, настроение и атмосферу оригинала. Бытует мнение, что изначально графика в игре была немного лучше. Давайте сравним эффекты огня, которые в финальной версии почему-то сделали более упрощенными. Небольшой даунгрейд также пришелся на тени, освещения и отражения. Теперь давайте посмотрим на обе версии в действии. При одинаковых условиях и настройках графики, эффекты и освещение, как мне кажется, в ранней версии действительно выглядят лучше. Вполне вероятно, этот небольшой даунгрейд связан с оптимизацией. Всего доступно 4 карты. Это Piotics Lab, Форт-Пост, Замок Вольтера и Париж. Не отличаются богатым разнообразием и класса персонажей. Также всего 4 штуки. А вот так выглядел интерфейс магазина. В плане дизайна отличий не так много. В ранних версиях мутанты вели себя немного по-другому. Давайте взглянем на пауков, которые здесь явно больше смахивают на чужих. Они отличаются увеличенными габаритами и при этом двигаются заметно медленней. Больше всех удивляет Хаск, который здесь носится как угорелый и стремится атаковать игроков в рукопашную, вместо того, чтобы их поджигать. В дальнейшем игра регулярно обновлялась, едва ли не каждую неделю. Перед вами список обновлений. Отличаются и размеры данных версий. Сентябрьский билд 2015 года весит всего 14 гигабайт, когда как финальный 95. И тут возникает один вопрос. Если игра получила пусть и небольшой, но графический даунгрейд, то откуда она набрала столь внушительный вес? С каждым обновлением добавлялись новые пушки, различные карты и скины на персонажей. Все это, понятное дело, увеличивало размеры игры. Но в них ли все дело? Правильно. Игра просто перенасыщена дополнительным контентом, а именно лутбоксами и косметическими предметами. Она чрезвычайно долго запускается и грузится даже при наличии SSD. Предметы можно покупать как за внутриигровую валюту, так и за реальные деньги, за что игра неоднократно подвергалась критике. В то время ее сравнивали с Payday 2, причем не с лучшей стороны. По итогу, обычный пользователь качает 95 гигов, чтобы увидеть, как кто-то купил себе костюм петуха и теперь бегает и машет катаной в разные стороны. Будем честны, это немного разрушает общее настроение и гнетущую атмосферу, которую долго и упорно создавали оригинальные разработчики во главе с Алексом Квиком. К слову, Алекс числится одним из разработчиков второй части, но точно неизвестно, какое участие он принимал. Визуальный стиль по сравнению с первой частью претерпел значительные изменения. Дизайн сменился в сторону футуризма. Исчезли грязные эффекты и ржавчина, которые являлись важным элементом оригинала. Но несмотря на то, что была утеряна, или правильнее сказать, изменена атмосфера, игра значительно припаяла в геймплее. Арсенал оружия стал невероятно огромным. Есть пушки на любой вкус и удовлетворяющие любые предпочтения. Вы только посмотрите на эту пушку под названием вышибала. Мы ее называем Широкат. С помощью нее весьма удобно подкатывать шары ко всем желательным или нежелательным гостям. Появилась возможность самостоятельно выбирать те или иные перки. На примере ганслингера вам нравится метко стрелять в голову? Тогда выбирайте этот перк, и он увеличит критический урон, что позволит уничтожать даже самых крупных монстров. Если вам нравится палить во все подряд, тогда выбирайте альтернативу, и она увеличит урон по корпусу.
Хорошим примером также служит класс спецназовца, который при замедлении времени носится как ртуть из Людей Икс и сбивает с ног всех окружающих мутантов. В альтернативе он лишается бешеной скорости, зато во время замедления времени получает бесконечный боезапас к оружию. В оригинале у каждого из классов было всего 6 уровней, и качались они достаточно долго. Приходилось, как в случае с техником, прибегать к различным эксплойтам. Теперь же уровней стало 25, и скорость прокачки увеличилась в разы. Прогресс ощущается с каждым новым уровнем. Мы видим, как персонаж растет и становится сильнее, приобретая все новые способности. Если раньше в конце каждого сражения приходил только один патриарх, то теперь боссов стало 5, и каждому из них нужен особый подход. Самыми опасными, на мой взгляд, являются матриарх и король флешпаундов. Они чрезвычайно быстро передвигаются и способны ваншотать. Более того, босс всегда спавнится рандомно, заставляя игроков каждый раз гадать, кто же их ждет в конце катки. Мы возвращаемся к началу, и давайте будем подводить итоги. Серия Killing Floor прошла длительный путь разработки и регулярно меняла свой облик. От хардкорного мода осталась только сама концепция. Игра все так же пользуется популярностью, несмотря на явный спад интереса к зомби-шутерам, переживающий не лучшие времена. Отчасти из-за того, что рынок просто перенасыщен играми подобного жанра. Аудитория просто-напросто устала от зомби в онлайн-играх. Необходимы свежие идеи, чтобы жанр выбрался из тени своего величия. Многомиллионные продажи Killing Floor во многом связаны с тем, что игру зачастую отдают за копейки. Так что если вам понравилась данная серия, то ждите распродажи, зовите друзей и попробуйте сыграть. Где-то на фоне существует третья часть, релиз которой пока что сопровождается негодованием фанатов серии. Из всего увиденного могу лишь сказать, что третья часть изменила свое русло и старается следовать современным тенденциям индустрии. Словно из игры пытается сделать геройский онлайн-шутер, где каждый персонаж — это герой со своей уникальной историей, навыками и особенностями. На мой субъективный взгляд, эта игра пока что выглядит совершенно блекло и абсолютно безвкусно. Если во второй части были прекрасные и детально проработанные анимации, то в бета-версии третьей они выглядят какими-то резкими, обрывистыми и весьма топорными. Вроде бы смысл остался прежним – выжить на одной большой локации против орд лабораторных мутантов. Но что-то здесь явно не так. Как будто игра лишилась своего лица, и в ней теперь отсутствует душа. Но все еще может измениться. Обозревать продукт, находящийся на стадии бета-версии, не вижу смысла. Посмотрим, что из этого получится. Но пока что впечатление оставляет желать лучшего. Мы разобрали по полочкам каждый шаг и все ключевые изменения в серии. Посмотрели на все версии модов и сравнили их с последующими частями. Вот так игра выглядела в апреле 2005 года, когда только являлась демоверсией. И теперь мы видим, какой огромный путь она прошла спустя 20 лет. На этом история серии Killing Floor подошла к концу, но все самое интересное, будем надеяться, еще впереди. Спасибо огромное за поддержку, которую вы мне оказывали в предыдущих обзорах. Где-то указывали на недостатки и делали замечания. Я все это читаю и делаю выводы. Проект создавался долгих 3 месяца, и весь результат вы видите у себя на экране. Для тех, кому понравилось данное видео и кто хочет поддержать меня материально, впервые оставляю ссылку на донат. Заранее спасибо и до скорых встреч. Увидимся когда-нибудь.